Привет, дорогие друзья! С вами Ева, и вы на канале Ева Таро, где мы разбираем сильные стороны известных людей. И сегодня мы с вами посмотрим Олега Тинькова, человека с интересной биографией, очень богатого человека, успешного человека, и нам точно есть у него чему поучиться. Поэтому мне пофиг, я так чувствую сегодня, понимаете, вот интересно, вот его, кстати, первое сильное, сразу идет из потока, его сильное качество, понимаете, вот сейчас, кстати, я записываю это на винодельне, в оливковой роще, понимаете, я знаю, что он тоже любит то ли Италию, да, то есть он любит, насколько эти места, понимаете, бокальчик вина, наслаждаться жизнью, красивую жизнь, взяла вот специально прям под него, понимаете, для настроения. И интересно, понимаете, вот пофиг, я так чувствую, это появилось у него не так давно. Раньше человек очень многие годы жил с установкой «мне пофиг, я так думаю», понимаете? Или там «я так чувствую», у него открылось совершенно недавно, понимаете? Вот сразу же выходит двойка пентаклей. Кстати, на него сегодня вышло, вот видите, подтверждение. Человек начал чувствовать так, как он никогда не чувствовал, начал жить, используя тот ресурс, который у него есть, понимаете? Он так никогда не жил, у него, понимаете, жизнь немножко разделилась на до и после, понимаете? Раньше была как бы жизнь, и вроде как бы и деньги были, но так полно, классно жизнью он не жил на самом деле, так как он живет сейчас. Вот. Сейчас человеку в данный момент, понимаете, человек действительно, мне пофиг, я так чувствую, понимаете, вот он совершенно, понимаете, вот интервью, если посмотреть с ним, вообще вот я смотрю его энергию, человек не хочет напрягаться, понимаете, человек хочет жить классно. И вот в этом его сила, понимаете, то, что он понял, что от сердца важнее, чем от ума. То есть этот человек переключился, знаете, как на другую скорость, как на другие вибрации. И его болезнь, она ему, кстати, вот разделила на жизнь на до и после. То есть он раньше так не жил, но сейчас это его сильная сторона. А однозначно мне идет вот этот пофиг, я так чувствую, этот мем, да? Раньше было пофиг, я так думаю, или там я так хочу. То есть он вообще мог через все переступить, сделать, напролом пойти, понимаете? Вот, видите, сразу же выходит рыцарь жезлов. Человек дерзкий, бойкий, как бы, знаете, такое в нем немножко мафиозное, такое было вот настроение, такой немножко пацанчик. То есть он мог, с одной стороны, он такой, знаете, серьезный бизнесмен и серьезный человек, но внутри у него, знаете, такая вот идет натура, как-то мне вот этот тоже второй что-то прям про мемы, потому что он любит такие слова, понимаете, про не дуться, не гнуться, понимаете, вот это прям про него. Вот это прям про него, наш харьковский этот парень, да, вот это все это с Роллс-Ройсом, все знают этот мем. То есть, понимаете, этот человек тоже, понимаете, вот он с юмором начал жить. Он и раньше был таким, но сейчас, поскольку у него открылось это чувствование, понимаете, он понимает, что он просто выиграл жизнь, наслаждается жизнью каждым днем, каждую секунду просто он наслаждается. Поэтому он говорит, я так чувствую, понимаете? Он начал действительно чувствовать жизнь, так как он никогда ее не видел. У него как будто бы все рецепторы открылись, понимаете? Вот даже как вот он такой-то вот так вот понюхал, вдохнул жизнь и понял, что до этого не жил, понимаете? У него открылось совершенно, то есть через ту болезнь, которую он прошел, через период восстановления, он открыл для себя очень много истин, он про себя очень многое понял и про жизнь. У него открылся совершенно новый виток жизни, понимаете? У него появилась возможность жить и строить свою жизнь совершенно по-новому. Поэтому, исходя из того, что сразу первое на него идет, понимаете, сильная сторона этого человека, такая вот гибкость, понимаете? Есть люди, которые заболевают раком, но они сдаются, или у них там, понятно, что у него были возможности и ресурсы лечиться и так далее, но у многих людей они тоже есть, но они не справляются с этим. Ну, понимаете, видите? То есть он не сдался. То есть люди, которые сдаются, то есть он внутри, он проживал очень темные для себя времена, очень темные времена. Человек просто, ну вот кричал Богу о том, что как бы он понял, понимаете, вот он в тот момент понял, какая пустая и какая... Понимаете, вроде бы жизнь была, но оно как будто бы безвкусное. Вот вроде бы ты пил вино, а оно было на вкус как вода. А потом случилась эта ситуация, и теперь для него каждый глоток жизни – это очень вкусный, понимаете, это очень вкусный глоток, потому что было очень, ну, конечно же, старше, боже, господи, мешала колоду, пока заряжался телефон, не поверите.
минут 5 сидела, думала, настраивалась на Олега после Чичваркина, перестраивалась. Вы посмотрите, одна карта и все старшие арканы. Вы посмотрите, ну вот когда-то выходили, понимаете, он же миллиардер, я так понимаю, не миллионер. Ну, смотря в какой валюте, я так понимаю, это правильно смотреть. Такой ветер, кстати. Вот интересно, что вот это тоже неспроста. Мне пришлось волосы сковать, туда очки, чтобы оно все не летало. Карты все летают, приходится их держать, на стол не положить. Все придерживаю. Вот это, понимаете, в его жизни случились такие по дьяволу, по колесу фортуны. И посмотрите, и башня. У него произошли такие, ну, посмотрите, вот вы когда-нибудь видели, чтобы 4 старших аркана на человека? Ну, у меня всяко. У меня обычно вот на этом канале, когда я смотрю знаменитых, известных людей, это потому что это очень судьбоносные люди, они влияют на очень многих. Боже, карты улетают, девочки, надо что-то будет класть на них. Выходило обычно подряд 3 старших аркана, на многих. И на Зеленского, на принцессу Диану, и на Трампа. Но здесь 4 подряд старших аркана, и между ними была карта десятка мечей. Я вам сейчас их все объясню и прочитаю, но просто я хочу, чтобы вы их увидели красочно, понимаете? То есть человек раньше жил, он не до конца, он, понимаете, у него даже не задумывался, там, свет, тьма, деньги, бизнес, прорвемся, делаем дела. То есть он такой был решала, немножко такой, знаете, в хорошем смысле такая вот мафия. То есть он бизнесмен, но он не чурался каких-то, знаете, жестких действий, от ума, он не предавал, не обманывал, но, понимаете, он достаточно мог жестко себя вести. И вообще вот все принималось, как будто бы сердце, душа была не подключена, как бы, понимаете. То есть у него был духовный канал, но сердцем, эмоционально он как будто бы не до конца не вовлекался в этом, понимаете. Вот это, как мы про Чичваркина говорили, делаю, по тихий час, понимаете, там все время вот дела, бизнес, успех, понимаете, успех. Ему он был очень важен. Так, сейчас я вот так вот буду делать, карту сюда убирать. Простите, ураганистый просто ветер. Я села в самое такое место тихое. Ну, тут очень красиво. Понимаете, тут, то есть у него, конечно, случились эти вещи неспроста. Ему дали возможность пересмотреть себя, свои отношения к жизни, к людям, к бизнесу, к деньгам, в том числе отношения. И по колесу фортуны вот эта комбинация, вы посмотрите, какая. Ну, здесь вот сложно сказать, чтобы человек, понимаете, вот после этой комбинации не ушел на тот свет, понимаете. Но он не ушел на тот свет, потому что он очень хотел. То есть, когда с ним случилась эта ситуация, он просто, знаете, завопил. У него как бы, ну как же так, понимаете, у человека возникла куча вопросов. Он на эти вопросы искал ответы. И он шел к этому свету. То есть у него появилась новая мечта – выздороветь, как бы справиться. То есть он внутри не сдался. То есть по вот этой вот, понимаете, по вот этой вот комбинации, знаете, вот как будто бы душа стала перед чертой. Вот сейчас ты говори, быстро говори, да или нет, понимаете, и все. И все. Знаете, такой как будто бы судный день у него, его личный судный день, понимаете? И он как бы без вопросов сказал да, потому что, знаете, объясню сейчас почему. Потому что он бизнесмен, он успешный, понимаете? Он очень много прошел, он как бы собаку съел на разных ситуациях. И вот такой сильный ветер какой подул, боже, фонтан там просто весь улетает, волосы летают, карты летают. Я боюсь даже, чтобы там бокал с этим не улетел. Понимаете, вот он пошел такие бури, ему нравилось принимать вызовы, он научился принимать вызовы судьбы, справляться с ситуациями. И Вивальди играет Four Seasons. Или нет, что-то другое. Подожди, или Four Seasons, или нет, или что-то другое. Да, Вивальди было. В общем, вы должны понять, что он настолько привык мыслить как бизнесом, решать проблемы и задачи, что когда у него случилась болезнь, он это принял как вызов. Он это принял как вызов, понимаете, как призыв к действию, я не сдамся. То есть, окей, еще один челлендж, понимаете, для него это челлендж, для него починить не только бизнес, воссоздать, а сделать не стратегию бизнеса, а сделать стратегию по восстановлению, излечению себя. Хотя я смотрю, что были, конечно, моменты, когда он, опять выходит десятка, потому что я про нее не сказала, когда он и падал духом, и казалось, что все, но это было все, понимаете, такое, возможно, он не останавливался все равно. Состояния у него были тяжелые эмоционально. Сказать, что прям, знаете, все было так легко и сладенько, нет. Сейчас просто он не хочет даже, знаете, как бы вспоминать, сильно в этом погружаться, хочет жить каждый день и как бы новые плоды.
Он хочет начать новый путь совершенно по-новому и растить уже в себе совершенно другие ресурсы. Поэтому из всего, что я сказала, понимаете, это человек, который любую свою проблему, для него это не проблема, для него это проект, для него это челлендж. То есть это человек, и видите, как я говорю, посмотрите мое видео, которое я записывала Чичваркина, Зеленского, Трампа, Диану, и совершенно другие разговоры, другие настроения. Здесь, как бы, понимаете, здесь четенько, здесь все четенько. Человек очень четкий, конкретный, быстрый. Надо, чтобы все говорили быстро, долго он слушать не будет, ему это все надоедает, потому что у него мышление бизнесмена, понимаете? Ему, когда люди что-то начинают долго там рассказывать, его это утомляет слушать, ему нужно все время что-то делать, генерировать идеи, делать какие-то проекты, решать какие-то вопросы. Понимаете? Вот он по жизни такой был всегда. И сейчас он, кстати, тоже такой. Вот, сейчас, извиняюсь, микрофон переодену сюда поближе, наверное, чтобы, может быть, ветер не так его, да? Сейчас. Извиняюсь, надеюсь, вам не сильно эти звуки сейчас. Про башню еще скажу. Я же говорю, то есть для него, в принципе, всегда было интересно принимать какие-то вызовы, находить решения. У него очень сильный ум. И он не любит церемониться, не любит... Понимаете, вот люди такие бизнесмены, кстати, это очень о нем. Вот он не может сидеть вот это долго кого-то слушать. Понимаете, он сам любит говорить, может говорить. И ему очень тяжело, потому что ему нужно решать какие-то глобальные серьезные вопросы. Вот. И, соответственно... Когда у него случилась такая ситуация по здоровью, он тоже это воспринял как вызов, как борьбу. Хотя, знаете, у него были такие моменты, я же говорю, когда казалось, что нет, но он все равно в душе, на подсознании было очень сильное желание жить. И даже это, понимаете, вот не сдаться, и тут слово «сдаться», не выиграть, тут вообще человек не об этом. Вот сейчас я скажу одно слово, и вы поймете. Это человек о том, чтобы... понимаете, сделать какое-то достижение, понимаете, сделать какой-то прорыв, то есть сделать какой-то, вот слово инновация, я не могу слово подобрать, не победитель, не инновация, не достижение, это все не про него, это все немножко не то слово. Сейчас я вот подключусь к нему и на русском попробую найти правильное слово, понимаете? То есть это вот именно рост, вот, наверное, рост, то есть постоянный рост, какая-то динамика изменения должно быть, понимаете? Рост над собой, над ситуацией, над прогрессом, над тем, чтобы создавать какие-то продукты, которые тоже будут давать рост не только тебе, но и окружающему миру, понимаете? Он себя видит частью этого мира, 100%, понимаете? Четверка жезлов, он себя видит частью этого мира, а особенно после болезни, он, кстати, видите, снова на него уходит королева кубков, он начал видеть ситуацию очень по-другому, более чувственно, и он начал понимать лучше других людей. Гораздо лучше, чем раньше. И для него это способ вырасти над собой и сделать что-то еще значительное, понимаете? То есть, окей, я стал успешен в бизнесе, но я и с этим справился. То есть ему это очень важно. Ему важно расти, приумножать. И, знаете, когда я смотрю, почему ему это важно, потому что человек тоже, понимаете, вот как мы смотрели у Евгения Чичваркина, он правда хочет, чтобы все жили хорошо, понимаете, он хочет, как бы, чтобы все жили хорошо. Я как бы лучше всех, да, он хочет, но чтобы все были хорошо, чтобы его вокруг тоже как бы процветание было. И вообще, кстати, вот здесь выходит, что семья для него очень важный момент. И, кстати, до болезни для него была семья важна, но он мог туда не отдавать столько эмоций и чувств, не так их баловать, вот именно слово «баловать» почему-то идет, как это происходит сейчас. То есть он многие вещи понял, понимаете, его как будто бы... То есть если раньше у него было не очень понятно для самого себя, что для него важнее, что ценнее, то сейчас у него приоритеты, что для него важно, это однозначно. И даже, кстати говоря, деньги тоже ему нужны, во-первых, для того, чтобы самому чувствовать себя классно, развиваться, и в том числе... Знаете, вот, как сказать, в современном мире, понимаете, он так мыслит, трудно быть счастливым, трудно быть как бы мудрым и о чем-то говорить, если у тебя нет денег. Поэтому он по-прежнему считает, что материальные ценности очень важны, то есть он их не задвигает. То есть для него лично очень... О, наконец-то выключили фонтан. Для него лично, понимаете, очень важно сейчас стало... И это, кстати, его очень сильная сторона сейчас, именно в данный момент.
для него стало очень важно определить главную цель, духовную цель, понимаете, и уже все остальное нанизать, да. То есть не так, что раньше у него было, да, мамона, деньги, вот самое главное, да, это было все равно его главное, поэтому с ним случилась эта ситуация в том числе. То сейчас у него приоритеты для себя без сомнений, понимаете? Он точно сейчас скажет, что для него самое главное. Сам с собой, когда у него диалог, он точно знает, что главное. Поэтому сильной стороной этого человека можно назвать то, что он, понимаете, он гибкий, он смог вырасти над собой, он смог внедрить в себя, вот даже слова такие идут, внедрить в себя перемены, которые делают его как человека более прогрессивным, понимаете? Вот так вот он мыслит, как я сейчас говорю. Он мыслит очень сложно, глубоко и по-бизнесовски, и по как бы вот такому, да? Вот такой вот есть, понимаете, момент. Какая вот сильная сторона, что человек действительно... Это позволило ему, кстати, победить болезнь. Именно вот его бизнес, такая жилка, понимаете? Проект, который я не могу слить, понимаете? Я не могу слить главный проект себя самого. Королева мечей. Она, это уже, кстати, новая его сильная сторона, качество. У него может быть очень холодный ум. Если вот мы смотрели прошлого человека, сегодня я просто записывала, поэтому я еще эту энергию помню, Евгения Чичваркина, то там человек очень много руководствуется эмоциями, то есть он может быть эмоциональный, он может сегодня так, завтра так, хотя тоже достаточно структурный, да, тоже бизнесмен. Но здесь человек, у него всегда холодный ум, да, то есть он холодный ум в том смысле, что он очень рассудителен, ему вообще не нравится тратить время, силы, особенно сейчас, на какие-то эмоциональные вещи, да, то есть он очень четкий. Я поэтому и говорила, что ему очень сложно слушать, там что-то люди приходят, что-то ему рассказывать. Вот он человек, которому сказать, слушай, короче, скажи мне вот одним словом, или там, как бы все, давай, типа, заканчивай. То есть он может даже прямо сказать, понимаете, потому что ему, правда, вот то невозможно. Он может перебивать людей, да, там, особенно раньше. Он как бы может их там пресекать, то есть как бы, ну, как бы ты скажи. То есть он, потому что у него очень много целей, борьба. То есть это его, на самом деле, сильное качество, которое его привело к успеху. Он не тратит время на лишнее. Он четко знает, что для него важное, все, что его отвлекает от его цели, от его достижения, от его плана. И если это не приносит ему удовольствия, да, вот это, а я так чувствую, если он не приносит это удовольствие, как бы мимо, он это будет отсекать, он даже, знаете, это как что-то там зудит, он даже это как бы, ну, не будет слушать, он может уходить в себя, в какие-то такие вот мысли. Да, интересно. Просто к нему подключаюсь, сканирую его, поэтому замолчала. Слушаю его, чувствую его. И вот и как раз вот только я подумала о том, что как бы, понимаете, вот той глубины, которой вы, как бы, может быть, другие люди как бы от него вот ожидают, понимаете, сказать, что это прям человек очень глубокий, да, там с ним можно говорить на какие-то очень глубокие темы, как бы именно эмоциональные, духовные, я бы сказала, что нет, с ним много можно говорить о делах, бабки, 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 проекты, там что-то еще, четко по делу, понимаете, король жезлов. Он, в принципе, таким человеком был и таким человеком остался. Но, конечно, после того, что с ним произошло, в нем, ну, вы видите, в нем подключилось, в нем пробудилась вот это, помните, королева на него кубков выходила, в нем подключилась после тех эмоциональных падений. Вот, кстати, вот эта карта на этой колоде Луна очень четко описывает, что с ним произошло, когда он заболел. Вот он вот так вот в яму какую-то провалился, понимаете, под воду. И он как будто бы и дышать не мог, ему было очень тяжело. И знаете, как будто бы вот нужно выбрать между светом и тьмой. Какой-то такой у него был свой разговор с Богом, грубо говоря. И здесь у нас шестерка мечей. Такой момент, что он понимал, что нужно делать выбор быстро, нужно действовать, нужно идти к свету. Это он точно понял. Поэтому, в принципе, вот эта вот натура такая огненная, страстная, деловитая, человек действия, человек проекта в нем осталась. Она в нем будет всегда, понимаете? Даже сейчас, насколько я знаю, да, он живет где, в Мексике или где-то там, да, в южных каких-то странах. Кстати, не зря вот я тоже решила в южном, что-то вот это венцо такое, дольчевито, понимаете, прям. Вот это прям про него.
И, кстати, вот это вот то, что у его тянет там на Дольче Виту, такие красивые места, понятно, что человек может себе это позволить, да? Почему не выбрать лучшее в этом мире? Тут еще момент такой, что когда он эти вещи испытывает, понимаете, в нем рождается там что-то, желание сделать лучше. То есть он, или там что-то там, опять же, вот он мыслит как бизнесмен, понимаете, бизнесмен. Бизнесмен всегда видит любую жизненную проблему как решение, как ее решить, да, как улучшить, как на этом заработать, понимаете. Но сейчас для него именно тема любви, отношений, чувственности вышла на первый план. И он как будто бы сейчас пытается подружить эти две стихии в себе. И они в нем борются, кстати говоря. Не сказать, что он прям там, знаете, вообще, у него все равно там ему нужно и там и дела делать, и так далее. Вы представляете, после того, как я сделала расклад на Трампа, этот шулер, вы посмотрите этот расклад, этот игрок теперь чудит со всеми моими колодами. Это не понравилось ему, понимаете, что я про него сказала правду. Вы понимаете, и теперь у меня, сколько я делала раскладов, чтобы вот это у меня карты теряли порядок. Это вообще, Трамп навел шухеру у меня вот. Хотя я делаю это на другой колоде, сейчас я уже несколько раскладов делаю все время. То карты вот как-то вот так они повернутся, то еще как-то так. Ну, то есть все время какое-то, знаете, вот что-то вот такое вот происходит. Шулер, видите, шулер. Посмотрите, кстати, этот расклад, если его не видели, это второй расклад на моем канале вышел. Канал молодой. Буду признательна за подписку, поддержку канала. Пишите в комментариях, что вам откликается. Ваше мнение по поводу героев, которых я приглашаю в наше поле. Так, ну что, давайте посмотрим еще интересную, сильную сторону Олега Тинькова. Ну, честный, понимаете, он такой человек какой-то, вроде бы честный. То есть он не будет, знаете, он не будет держать какой-то нож за спиной, а потом та-да. То есть он не подлый человек, как бы честный, не подлый. И он может хитрить, он может придумывать планы, бизнес-идеи, какие-то махинации. Ну, махинации в том смысле не в плохом, а каким-то, знаете, вот продумывать какую-то структуру достижения плана. И как, ну, понимаете, потому что у него мышление как заработать. Когда человек думает, как заработать, он ищет какие-то ходы. Он ходы ищет. Но так, чтобы в открытую предавать, обманывать людей, это про него, особенно сейчас, в последние годы после того, что с ним случилось, это вообще не про него, понимаете? Вообще это не для него не дело чести. Он всегда таким был, понимаете? Он всегда, в принципе, был таким человеком, который видел в этом силу. Он считал, что так себя вести – это как бы слабость. Вот. И еще, кстати, да, то, что он мечтатель, ему всегда его зажигают идеи, да, то есть однозначно вот то, что я сказала, да, то есть поэтому ему заработок это очень классно, то есть ему, в принципе, бизнес очень классно, потому что у него куча там желаний и мечт. И он хочет выглядеть эффектно, понимаете? Он хочет в своих же глазах, ему вообще, знаете, вот мне пофиг, я так чувствую там, ему так же пофиг, что о нем думают, кстати, другие люди. Вот это его, кстати, очень сильная черта. Ему настолько глубоко пофиг, он так вот может смеяться в лицо, ему настолько пофиг, что там другие думают, особенно сейчас, вообще ему пофиг. Вот прям это слово пофиг, оно... Потому что у него сейчас, понимаете, такой вот период жизни, когда он, ну, ни минуты не хочет, понимаете, вот такая Дольче Вита жизни, чтобы она продолжалась, и он себя сейчас видит как проект и будет себя улучшать себя, сохранять себя, как бы, я так понимаю, там он спортом занимается, здоровьем. То есть для него это сейчас очень важно, чтобы и наслаждаться жизнью, и в то же время постоянно как бы работать над собой, понимаете? Цикады раскричались. Говорят, Ева, все, хватит уже, давай, отдыхай. Дольче Вита. Олег такой тоже, понимаете? Вот он сейчас не сильно любит напрягаться. Такой, так, что-то я уже подустал. Все, заканчиваем. Все расходимся. Королева Пентаклей, король Пентаклей. Интересно, кстати. Сейчас все разберем. Ну, во-первых, кстати, еще ему очень важно, чтобы его семья, его близкие, его жена чувствовала себя очень хорошо. То есть он, кстати, благодарен за то, что произошло, то, что в тяжелые времена он не остался один, и вера близких, понимаете, потому что человек умеет давать и брать. То есть он, в принципе, я же говорю, то есть человек тоже не жадный, но он не будет, знаете, просто так делиться. Ему все-таки хочется на других людях зарабатывать, чтобы самому жить хорошо. Он бизнесмен. Поэтому ему важно, чтобы его близкие, он сам, там, его женщина, его семья жили прям супер, понимаете, очень роскошной, супер жизнью. Ему нужны очень большие деньги, понимаете, очень большие деньги ему нужны. Ему так просто, понимаете, гулять по мелочи ему вообще не интересно. И никогда, кстати, не было интересно.
Но это человек, который понимает, что если я взял, я должен что-то отдать. Он четко понимает и чувствует баланс этих энергий. И тогда он чувствовал настоящий бизнесмен, понимаете? Он очень тонко это чувствует. И со своей семьей, кстати говоря, вот поскольку тройка кубков выходит, он и в семье сейчас очень как бы понимает, что не только я должен радовать своих близких и вообще всех окружающих, да, там как-то монетку и через это проявлять себя. Я также должен это делать через сердце, как я научился делать это через деньги. Поэтому очень сильная сторона этого человека, то, что он смог свою материальную натуру увидеть это в себе, понять это в себе, жизнь его заставила, и он вместо того, чтобы сопротивляться тому, что произошло, и говорить, нет, я всегда прав, понимаете, он смог признать, увидеть свои ошибки сам собой, понимаете. То, что вот я хочу сказать, он, я так понимаю, ну, как бы, бывает, дает интервью и так далее, да, насколько я знаю. И он может выглядеть для людей, знаете, таким простачком, все так классно, все легко, туда-сюда. Он не будет говорить вообще там, какие сложные пути он прошел, понимаете, потому что это вот опять же его бизнес-майнд, его бизнес-майнд. Он не будет раскрывать как бы цену своего успеха никогда, потому что раскрывая цену своего успеха, свой путь, он как бы себя ослабляет. Поэтому что на самом деле, какие у него там произошли инсайты, что он пережил, какая у него пришла эта информация, он никогда не покажет. У него там, понимаете, вот там не зря выходила карта Луна. Он был на самом дне. Он был на самом дне. Поэтому он был на самом дне, но какое это дно, он даже не хочет это никому рассказывать и говорить, понимаете. Сейчас он хочет жить и всем показывать очень, да, как бы, и самому себе, и другим счастливую, светлую картинку, понимаете. Вот такой вот бизнес-майнд, такой оптимизм, вопреки, я бы так сказала. Поэтому это очень сильная черта. Она, знаете, добавляет ему витальности, живучести и способности вести за собой людей, приковывать интерес к другим. Ему очень важно. Ему, кстати говоря, очень нравится общаться с молодыми людьми, учить их чему-то. Ему нравится, когда его слушают. Ему нравится поддерживать свою витальность и свою прогрессивность вот через взаимодействие с этими людьми. То есть он именно в этих вопросах бизнеса, он никогда не поставит себя выше, понимаете? Вот как мы Трампа смотрели, да, то есть человек с удивительным эго, да, то здесь вообще в плане Тинькова не про денег. У него, скажем так, у него эго только на деньги. То есть и то это, понимаете, не эго, ну, условно, в кавычках, а это просто огромное желание как бы жить красиво. Дьявол тоже выходит. И королева кубков перевернута, интересно. Вот опять же говорю, после того, как я провела Трамп, это чтобы у меня когда-то были перевернутые карты. Да что ж такое? Вот это позвала, понимаете? Поэтому очень выборочно, я, кстати, хочу сказать, что я очень выборочно буду людей, которые прям очень сильно с темными энергиями завязаны. Потому что пока из всех героев, которых я взяла себе гостей на расклад, самый по темным персонажам, по темным энергиям гуляет у нас Трамп. Поэтому после того, как я его посмотрела, конечно, у меня начались, понимаете, вышел дьявол, раз вышел перевернутый, так я его и покажу вам, понимаете. На Олега вышло, да, вот то, что мы с чем начали, тем закончили, да, этой картой. То есть, в принципе, он, конечно, как сказать, ну, он понял, как он грешил, он понял свои ошибки. Очень много. Я бы не сказала, что сейчас все. У него продолжается, кстати, работа над ошибками. Его жизнь еще не докрутила, еще пока докручивает все, что ему нужно осознать. Но самое главное, что он открыл свою сердечную чакру и начал жить по эмоциям. Поэтому пофиг, мне так чувствую, это очень прекрасно, понимаете? Поэтому это так срезонировало, разошлось на мемы. Потому что все сейчас поняли, что соединить, что жить нужно от сердца, принимать решения нужно от сердца, да, как говорится. Поэтому такие вот дела. Очень хорошо. Такая серия у меня раскладов. И как раз принцесса Диана, да, Love is all we need, про сердце, про большое сердце, про сердце, которое... Только я сказала, понимаете? Поэтому резюме. Олег Тиньков смог, помимо того, что он действительно загорается новыми идеями, ему нравится улучшайзер жизни, настоящий бизнесмен, понимаете, вот он настоящий бизнесмен, сложно себе представить, ну, много таких людей, конечно, бизнесменов по миру, да, но здесь еще как бы завязывается в то, что человек такой, знаете, простой, вот он как бы свой парень, понимаете, то есть вроде бы сидели на кухне, вместе разговаривали, свой да не свой. Поэтому всем очень близко его история и то, что он транслирует. В общем, такой интересный сегодня расклад на Олега Тинькова. Пишите в комментариях, что вам отозвалось.
Благодарю Олега за то, что он сегодня поделился с нами немножечко своей энергией, рассказал свои сильные стороны. Прошу прощения, если мы вас побеспокоили. Мы очень аккуратно, тихо, чтобы не наследить. Ну а мы с вами увидимся на следующих раскладах. С вами была Ева. Если вам нужна личная консультация, пишите мне в директ. Там есть ссылочки все в описании. Переходите на мой основной канал. Он больше для девушек. Там мы разбираем более житейские, любовные вопросы. Там больше такой для души контент. Вот. Поэтому буду рада увидеться с вами снова. Чтобы не потеряться, подписывайтесь. Помогите развитию моего канала. И буду рада увидеться с вами снова. Пока. Из Бодрума, с Эгейского побережья. Из этого прекрасного место, где, как и Олег Тиньков, мы с вами немножечко пробуем Дольче Виту. Ну что,